Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале Ключи счастья. С вами я, мастер Катя, и наши интересные магические практики. Начнем. Теперь последствия, о которых я хотела поговорить. Наверное, до этого места уже никто не дослушал, а кто слушает, молодец. Оставим на личное усмотрение каждого все соображения, которые иногда на канале нашем пылко выражают некоторые гости. То есть, нахрена такой кабель, зачем такую бабионку в дом тащить там, если не любят, так сказать, и ничего не поможет и прочее. Вот. Но если есть охота проводить магическую работу, ограждать там от соперников, бороться, отбивать у конкурентов, значит, причины ведь для этого есть, все взрослые люди, и странно какие-то приводить такие аргументы, типа нахрена там и все это такое. С хрена, значит, если человек хочет. Но одну из причин творить порчи, отвороты и прочие такие вот боевые действия давайте рассмотрим. Кому интересна особая причина. Причина называется недостаточная информированность. И человек просто не в курсе, что он собирается делать и что из этого может получиться. Вот. Сейчас я вам расскажу. Пункт А. Действия такие могут нанести ему самому физический вред. Б. Его действия могут навредить его детям и кровной родне. В. Чтобы этот риск минимизировать вреда другим и себе, надо устраивать весьма сложные такие танцы с бубнами, к которым, возможно, человек не готов. Просто он не знает, что это нужно. Не готов не только потому, что не умеет, а потому, что не имеет вообще представления о том, сколько сил и времени. Такая работа занимает не дни, не недели, а месяцы или годы. Чтобы согнуть бараний рог жизни, повернуть все в свою сторону, ровно так, как ты хочешь, это большая работа. А чтобы при этом не пострадать и не погибнуть, а от магии можно умереть, нужно очень много делать всяких защитных вещей. Это долго, трудоемко, настоящая работа. Еще Г. Пункт Г. Несмотря на все старания, может не получиться. Да, так бывает. Не часто, обычно года через 3 любого человека можно заполучить 3 года напряженной работы, но иногда все-таки бывает, что нет. В частности, иногда бывает, что нет, потому что человек за это время просто от всей этой обильной магии просто умирает. Такое бывает. То есть своего объекта можно уходить до смерти. Либо, совсем не судьба, вот такое бывает. То есть можно 3 года потратить и не получить ничего. Пункт Д. Человек сам может передумать в процессе. Вот он колдует, добивается, просит силы. И в процессе он вдруг понимает, что он расхотел. Это бывает часто. Но бросить ему это дело не дадут, потому что он запросил помощь у сил, задействовал разные механизмы, силам задачи поставил, и ему, он впрягся и подписался. Ему придется доделать, и придется быть с этим человеком, хотя, может быть, этот человек ему уже омерзителен. Пункт Е. Тонкий момент для любого практика. Полученный может сильно отличаться от того, что он напридумывал. Вот человека желаемого он заполучит, но только человека. А так как колдуют обычно на тех, кто не любит, в смысле равнодушен, эгоистичен, неласков, зациклен на себе и не интересуется партнером, и склонен в своих действиях руководствоваться только своими интересами и не податлив на любые влияния со стороны, то, естественно, даже после заколдования, он и останется таким, каким его создал Господь и воспитали родители. Каким? Далеким от дарящего счастья и радости идеала. Но из уважения к силам, колдовавшему, придется быть очень благодарным силам, принять то, что было брошено. То есть сказать, фу, какая гадость, и уйти никак не получится. Могут и пришибить. Такое дело. Пункт Ж. Вмешательство в жизнь пар с детьми, супругов, может вызвать конфликт с родом, с семьей и родом, главным образом. Энергией рода. И то же самое с иноверцами, чужими культурами. Если семья уже, подобрала пару своему отпрыску из своих, и тут влезает
кто-то совершенно с другого огорода, может быть очень неприятно. То есть, так, как в поэмах и романах, интересных, но с плохим концом. Вот причина конфликта своего рода и рода избранника, стать такой причиной, это дело опасное, и лучше до такого не доводить. Могут пострадать ваши родные, вы сами. Вот. И в заключение я скажу, а вот если человек, зная и понимая все то, что я сейчас рассказала и перечислила, идет на действие по перекраиванию отношений, по отбиванию, по выстраиванию отношений с тем человеком, которого сейчас не хочет, тратит на это силы, время, деньги, здоровье, ломает, чтобы строить то, что хочет, идет на любые жертвы, то вот это очень серьезно, так бывает. Это осознанная позиция, информированная. Вот. И такого человека, конечно, отговорить невозможно. Счастья вам, дорогие друзья. Соизмеряйте свои желания и возможности. Старайтесь быть поинформированней и не встревайте в ситуации, в которых не очень хорошо понимаете.